Итак, мои хорошие, это у нас ведические астрологи, это у нас Иван Кабанов и Дмитрий Бутузов. Очень интересные ребята, то есть я извиняюсь, я хотела сразу извиниться. Дим, я с тобой когда разговаривала, я на «ты» говорю. У меня почему-то, когда доверие к человеку, я сразу на «ты» начинаю говорить. Ничего? Все Вань, супер. просто, чтобы вы знали. Сейчас я буду на «вы», конечно, все как положено, но вот... Не, все хорошо. Лилия, давай. Все, значит, начнем. Итак, ребят, ждали вас очень долго. Давайте начнем с самого начала. Немножко расскажите о себе чуть-чуть. А я тогда за двоих Да. представлюсь. Меня зовут Дмитрий Бутузов, рядышком со мной Иван Кабанов. Как уже Лилия сказала, мы ведические астрологи. С Иваном мы знакомы с 2012 года. С этого момента мы начали с ним как раз изучать вместе ведическую астрологию. До этого у нас было Так. соприкосновение с этим знанием по У всех отдельности. зависло или только у меня? Так, зависло немножко. Раз-раз, хорошо, все. Все, окей, дальше идем. Да. В 2012 году мы с Иваном познакомились. У нас, кстати, в этом году такой десятилетний юбилей нашего совместного сотрудничества. Вначале мы просто объединились на уровне обучения ведической астрологии. Мы учились в разных школах, шли вместе бок о бок по этому пути. Потом выбрали для себя традицию, в которой мы захотели погрузиться с головой, погрузились с головой, и теперь у нас наша миссия распространять знания. У нас есть своя школа, Академия ведической астрологии Джатака. На сегодняшний момент мы обучили более 7 тысяч учеников, ездим со своими авторскими тренингами, семинарами по фестивалям, по разным городам, даем образовательные какие-то процессы онлайн. Ну и вот пришли с вами поделиться тем знанием, которое имеем. Да, мы вот, Обучаетесь по всему миру, да? в Ой, частности, извиняюсь. вот, когда у нас эфир не состоялся, мы были на Благости в Анапе, и там вот проводили один из таких авторских курсов «Ваш астропортрет». Там у нас была такая возможность, мы хотели именно там это сделать, этот эфир, потому что мы вдвоем были бы вместе в одном окошке. А так мы из Беларуси, Дмитрий из Гродно, я из Бреста, и у нас вроде бы как сотрудничество идет, такое совместное на протяжении уже 10 лет, но мы тем не менее используем все возможности, которые предоставляет интернет, и вот дистанционно взаимодействуем, выстраиваем и онлайн-обучение и так далее. Поэтому сегодня вот у нас 3 окошка, потому что мы сейчас уже приехали, уже каждый вернулся с фестиваля, и вот И уже вот только вещи разложили и нагрузка. вышли на эфир. Да, чемоданы вот выгрузили. Чемодан еще стоит. Еще... Ну, я очень рада, что у нас получилось. Все, мы сейчас будем идти дальше. Слушайте, вот вы сейчас сказали, да, вы там были сейчас как раз на фестивале, вы часто ездите, так думаю. И все обучения очень многие, по крайней мере, наверное, у вас онлайн тоже, да, идут, чтобы знали люди, вот именно кто хотел Ну, бы. у нас в основном онлайн. Как раз-таки это редкая возможность нам выехать. Вот это в основном на фестиваль «Благость». Раньше это была фестиваль психологии третьего тысячелетия. Такие большие фестивали, где собирается около 1000 человек. И на такую большую аудиторию есть возможность проводить тренинги, разные семинары. Вот мы в городе Анапа, вот в ту сторону, в общем, те южные города. Раньше это у нас там и Сочи было, когда фестиваль психологии третьего тысячелетия был. И стараемся максимально выполнять наставления нашего учителя по астрологии. Его зовут Санджай Радх. Он нам дал такое наставление и благословил, чтобы мы вживую передавали знания Джостиш в русскоязычном пространстве. Да, Ну, и это вот у нас вообще как отлично. раз, вот, ну, я просто дополню эту мысль, что вживую вот у нас фестивали, плюс, следуя наставлениям учителя Санджарадха, обучение это у нас онлайн получается, и для того, чтобы это наставление исполнить, мы раз в году с нашими учениками, кто учится, мы вот встречаемся и проводим ретриты, чисто вот такие астрологические, где идет
такое совместное пахтание знания в кругу единомышленников. Мгм. Вот такая история у нас. Ой, ну это хорошо, когда можешь встречаться. Я просто, знаете, что хотела сказать? Вы с 2012-го. Дело в том, что я с своим вот партнершей девушкой, да, которой вот именно мы работаем вместе, тоже 2012-й. Я О, такой, блин, год, наверное, необычный был, поэтому такой. То есть там вот, и вот этот 12-й, он очень большую роль играл вообще в моей жизни. Ну ладно, мы это потом, это так мы еще нам поговорим. было, Лилия, нам было дуэтом сейчас, еще сверху квадратик ваш разделить, и Вот. да, Ой, она вообще классная. Ну ладно, не будем это. вместе бы отметили юбилей. Ой, вот это точно. Ну, мы еще это сделаем, так думаю. Мгм. Смотрите, мой хороший, давайте теперь все-таки по теме, да, к теме немножко. Что же, вот я вот в этом вообще ноль, я сразу вам скажу. Что же такое все-таки у нас ведическая астрология? Чем она от западной отличается? Я думаю, что здесь как раз, когда вы задаете, что такое ведическая астрология, здесь вот это слово ведическое, оно как раз и вызывает вопрос. Мало кто с этим словом соприкасался, хотя в нем есть и ответ, потому что веда — это у нас знание. И Мгм. Санджарат нас ругает, когда мы в принципе астрологию называем астрологией. Мы, Мгм. мы ездили к нему в Индию, хотели снять видео для русскоязычного пространства, ну и сказали, хотим снять видео по ведической астрологии, чтобы дать людям понимание, что это такое. Он такой, no astrology, no, не говорите так, говорите джотиш, потому что в этом слове сразу же у нас раскрывается, что это такое, что мы изучаем. Не надо больше никаких объяснений, потому что джоти — это у нас свет, иша с санскрита — это Бог. То есть это в переводе переводится божественный свет. Если мы просто чуть-чуть поразмышляем, что такое свет и какая у него функция, то мы поймем, что мы с вами изучаем. С помощью света, вот я сейчас вижу вас, я сейчас вижу вот здесь свое пространство, в котором нахожусь. Это дает мне зрение, дает мне возможность видеть. И часто мы в этой жизни многого не видим. То есть вот рождается ребенок, и родители смотрят на него как на прелестного малыша, но они не могут сейчас увидеть, допустим, что это ребенок, там, будущий талантливый певец, или там будущий талантливый спортсмен, или это выдающаяся личность в какой-либо деятельности. И, соответственно, если бы у них это было знание, то эффективность развития, эффективность воспитания этого ребенка, она была бы намного эффективнее. То есть, ну, как бы намного лучше бы родители справлялись бы с этой функцией. Поэтому само по себе знание ведической астрологии — это возможность нам увидеть то, что поможет нам быть в этом мире счастливыми, гармоничными, способными идти осознанно по своему пути и понимать в различных сферах жизни, что нужно развивать, на что нужно опереться. И в целом это милость нашей Вселенной для того, чтобы мы смогли с вами вот быть в гармонии с этим миром. Мгм. Иван, может быть, ты что-то добавишь еще? Ну, я попробую ответить вот на вопрос, чем отличается от западной астрологии. И здесь тоже у нас идет вот это разграничение, как бы ведическое, западное. Но если мы понимаем суть предмета, а суть предмета самой астрологии — это взгляд и изучение времени, как, что такое время. И в этом смысле, ну, представьте себе, как математика. Ну, чья она? Что она? Китайская, она там американская, славянская, какая-нибудь там еще что-то. Нет, это просто математика, это как инструмент. И то же самое время. Оно ни ведическое, ни западное, никакое. Оно просто время. И в этом смысле оно едино. То есть для того, чтобы понимать, в чем отличие, нужно сначала понять, а в чем единство двух терминов: западная и ведическая астрология. И на самом деле вот это разделение — это склонность, в принципе, людей что-либо разделять из-за эго, из-за того, что мне хочется это присвоить, как вот это вот к моему эгрегору относится, а вот это к моему эгрегору. И исходя из вот этого желания присваивать, люди разделяют под разным соусом, под разным философским смыслом, смотрят на само знание, и таким образом как бы идет вот это разделение.
чисто технически, если разобрать, вот вкратце, тут буквально за 2 минуты, а в чем же различие? То есть единство в том, что мы изучаем время, и нету никакого ведической, западной астрологии и так далее. Но в чем различие? Чисто технически есть нюанс, он опирается на философию взгляда на время. Западная астрология опирается на тропический знак зодиака, ведическая астрология опирается на сидерический знак зодиака. Если глубоко в это не вникать, то в целом оба этих подхода упоминаются в трактатах, то есть можно использовать и тот, и тот. Наш учитель, наша традиция рекомендует использовать сидерический знак зодиака, потому что благодаря ему мы можем решить как свои материальные вопросы, так и духовные. Вот если в целом такой взгляд на эту историю можно дать. Сейчас я немножко, знаете, вот смотрите, то есть для меня слово сидерический вообще ничего не говорит, да? Ну, вы знаете, вот что это такое, можно спросить? Сидерический знак – это фиксированный знак, который не смещается с тем, как Земля вращается вокруг своей оси. Есть такой угол прецессии, который проходит где-то в районе 27 тысяч лет. Там Земля вот так вот вокруг своей оси еще немножечко вращается. Очень длинный цикл. И с течением времени вот эти два зодиака начинают расходиться. У них появляется разница небольшая. На текущий момент это разница в 23 градуса примерно. Но сидерический зодиак, который говорит, нет, с тем, что Земля вращается вокруг своей оси, и еще у нее такое есть небольшое такое поступательное вращение, мы учитываем, что зодиак не смещается. А тропический зодиак, он говорит, нет, мы будем учитывать, что зодиак смещается. Вот в этом вся история. Отсюда я сейчас добавлю здесь, отсюда мы можем понять, почему наш учитель рекомендует изучать сидерический знак для того, чтобы решать не только материальные вопросы, но и духовные. Потому что мы с вами, оказавшись здесь, являемся живыми существами, которые в целом не принадлежат самой планете Земля. Если мы возьмем концепцию души, то душа, она не находится в разрезе Земли. Она может быть на Земле, она может в другом быть месте. То есть это вечное живое существо, которое может быть в любом месте этой Вселенной. И если мы хотим рассмотреть гороскоп с точки зрения нашей духовной эволюции, то тогда нам не важно, куда у нас смещается Земля, как она здесь движется. И в этом смысле мы рассматриваем свою судьбу для того, чтобы решать и материальные, и духовные вопросы. И это способствует еще растождествлению. Когда мы изучаем такую астрологию, мы можем начать очень глубоко себя растождествлять со своим умом, со своим интеллектом, со своим разумом и со своим телом для того, чтобы действительно глубоко продвинуться в нашем духовном развитии. Ребят, я, знаете, вот сейчас вот тоже опять такой вопрос, да, может быть, вы не сможете ответить, либо, если вас это вообще не касается, как говорится, вы мне скажите. Вот вы знаете, что я делаю прогнозы, да, просматриваю, скажем так. И мне всегда интересно, особенности, вот, наверное, последние вот эти 2 года стало происходить, то есть, что у меня знаки стали смещаться. То есть, например, переплетаться. То есть, это вот, ну, я называю, например, рак, да, но у меня, например, когда я лев там называю, у меня частично идет со льва какое-то, вот именно вот какие-то события, да, и тут же переплывает с дев, например, понимаете? И я думаю, что вы слышали о том, что говорят, что сместились знаки и все остальное. Так ли это вообще? То есть, и относится ли это к вам тоже, что можете ли вы на такое ответить? Почему такое может быть смещение? Ну, опять же, мы здесь можем только предполагать, то есть у нас этого знания нету, но судя по тому, что вы просто ловите тонкий план, то есть вы просто его ловите. И, соответственно, возможно, я допускаю, что вы ловите как раз-таки две этих системы, то есть вы, например, у нас есть восходящий знак, который отображается через сидерический и знак зодиака, и он будет отличаться. То есть, например, по сидерическому это будет восходящий, допустим, рак, а по тропическому это будет там восходящий, допустим, там близнец или там лев. И вы как бы сонастраиваясь с этим тонким планом, возможно, видите вот эти 2 энергетики и пытаетесь отсюда что-то выдавать. Ну, это, опять же, это я
Я сейчас допускаю, что это возможно. Мгм. Ну, слушайте, ну, в принципе, да, вот я сейчас просто думаю, ведь это на самом деле так, то есть вполне возможно, что вот эти вот просто нити, как говорится, ловлю. Все, а теперь к главной теме, которую все ждут у нас, это у нас судьба. Мгм. Существует ли она? То есть я в своем там уже разобралась, как говорится. А вот что для вас это? Существует ли это так называемая судьба? Судьба. Да, Да. здесь можно в самом слове суд, как бы происходит какой-то суд над чем-то, скорее всего, над нами. И если этот суд, ну, смотрите, если мы возьмем концепцию, что в этом мире ничего случайного не происходит, просто зададим этот вопрос себе, Вселенной, а может ли быть в моей жизни, либо вообще в целом в жизни других живых существ что-то случайно? Если не может быть, то есть мы понимаем, что здесь нет, здесь существуют какие-то законы, как они существуют в государстве. Мы сейчас вышли на улицу, сели в автомобиль, мы понимаем, что мы едем по определенным правилам, что есть структурированная наша езда, которая кем-то регулируется. Возможно, мы сейчас не видим этих администраторов, которые регулируют это все, но в целом мы находимся в структуре определенной, которая называется закон. Закон государства, закон жизни. И отсюда, если мы принимаем эту концепцию, что в этом мире случайного ничего не может быть, означает, что в этом мире все закономерно. То есть все, отсюда вот в этой закономерности у нас и проясняется весь вопрос, что в моей жизни ничего случайного нету. Я родился в определенной стране, я родился в определенной семье, у меня есть родители, а возможно их нету родителей. У меня есть, возможно, какие-то болезни врожденные, возможно, наоборот, у меня очень сильное здоровое тело. Есть таланты, которыми я могу пользоваться, которыми я могу как-то включать их в социальную свою жизнь и служить обществу. И мы понимаем, что все люди, они разные, что у каждого есть свой потенциал, у каждого есть свои возможности. И если мы понимаем, что все закономерно, тогда у нас появляется вопрос следующий: а как этот закон увидеть, как этот закон, как бы узнать, где этот закон? И мы начинаем задавать вопросы, которые пробуждают наш разум. Вот с этого начинается наше движение. То есть с этого начинается человеческая на самом деле жизнь. Если мы не задаем этот вопрос, по каким законам я живу, могу ли я изменить эту судьбу, или могу ли я как-то повлиять на свою жизнь, как я могу повлиять на свою жизнь. Если я этих вопросов не задаю, значит, я не использую свою человеческую жизнь. И сама по себе судьба, она, если взять такой санскритский термин, то, что мы изучаем в ведической астрологии, она называется карма. Я думаю, что вот Иван, ты у нас вел семинар по карме, я думаю, что здесь хорошо ты раскроешь, какие у нас есть виды кармы. Вот хотелось бы узнать, поставьте вот сердечки, вообще термин карма, он понятен для вас? Ну, то есть знаком ли вам как термин карма вообще? Или это что-то прям новое какое-то слово? Было бы сейчас ценно, если бы ребята, аудитория, кто слушает, среагировали. Сейчас мы будем говорить. Есть сердечки, да, и понятно. Карма, на мой взгляд, это прям на слуху такой термин. И есть разные классификации вот этой кармы. Что такое карма и так далее. Вот прям самое простое. Самое простое. Вот я сейчас дам классификацию из 3 определений. Они будут на санскрите, но я расшифрую потом. Слова, может быть, сложные, непонятные, но я расшифрую. Это санчита карма, прарабдха карма и криямана карма. Что это такое? Санчита карма – это совокупность всех моих карм, которые я совершал в прошлых жизнях, в прошлых каких-то воплощениях, а также и в текущей. И здесь, снова же, думать о том, что я живу одну эту жизнь, вот я родился, умер, до меня ничего не было, после меня ничего нет, это уже, простите, старомодно. То есть уже настолько концепция понятия души и то, что мы живем не одну жизнь, и то, что после смерти
происходит дальше наше движение, это уже грамотное знание, которое просто, и даже если вы сейчас этого не знаете, я сейчас обращаюсь, может быть, к ребятам, которые слушают, я уверен, Лилия, что вы, считывая тонкий план, чувствуете там и регрессии какие-то, и прошлой жизни, и так далее, у вас вот это вот ощущение всего этого, что все не просто так, я уверен, что есть. Но просто ребята, которые слушают, возможно, вот эта концепция, что я родился, жил и умер, и все, и на этом мое существование закончено, оно уже старомодно, оно уже не то чтобы старомодно, но оно не актуально. То есть сейчас уже полно источников, полно знаний, чтобы убедиться в том, что мы живем как душа, как живое существо, раз за разом перерождаемся, получаем новый опыт. Именно поэтому мы можем теперь дать объяснение, что если все у нас закономерно, то тогда один рождается в богатой семье, один рождается в бедной семье, один рождается крепким, здоровым, способным на какие-то результаты, а кто-то рождается больным. И тогда вопрос возникает, а как же закон справедливости, если один с низкого старта начинает, а второй еще только-только подходит к этому старту? В этом смысле закон справедливости существует, если мы понимаем, что есть перерождение. И санчита карма, первый тип кармы, это наша совокупность, все то, что мы до этого делали. Это представьте себе как гроздь винограда, в которой вот эти виноградинки. И вот эти виноградинки, они содержат всю ту информацию, всю ту карму, которую мы проходили в прошлом. Прарадха карма, следующий тип кармы, это карма, которая нам выделяется вот сейчас, на эту жизнь. Это одна виноградинка из этой грозди. И в целом вся гроздь может быть кисловатая, может быть сладкая, в зависимости от того, как мы ухаживали за этим виноградником, к примеру. И когда мы берем одну виноградинку, то это та виноградинка, которая прорастает, как семечки, прорастает в нашей жизни. Это то, что нельзя изменить. То есть санчита карма и прарадха карма – это то, что нельзя изменить. Что именно? Мы рождаемся в определенной семье. У нас родители, мама и папа. Как бы мы ни хотели, мы этого не изменим. Есть те, кто пришли до нас. У нас есть какой-то эгрегор, место, где мы родились. У нас есть пол, мужской, женский. Как-то мы там подружились, школа, вот эти все истории. Это то, что есть у нас, то, с чем мы начинаем наш низкий старт. И вот третий тип кармы, криямана карма, это от слова крия, от слова create даже на английском. Это то, что мы можем сделать. Но нам для того, чтобы что-то сделать в этой жизни, чтобы воспользоваться этой криямана кармой, нам нужно согласиться с тем, что у нас есть то, что мы не можем изменить. То есть это принять родителей такими, какие они есть, принять то место, где мы находимся, принять тот старт, с которого мы стартуем. И когда мы полностью соглашаемся с этим, когда мы смотрим на судьбу не как на суд, а как мы смотрим как на долю, доля, которая мне выделена, потому что есть еще в старославянском термин, как карма, либо судьба, еще доля есть. И когда мы смотрим на это как на долю, это моя доля, я с ней соглашаюсь, и теперь я могу с ней что-то делать. Тогда работает третий тип кармы, который называется криямана. И благодаря вот этой карме мы можем уже что-то делать здесь, совершать и так далее, и так далее. В этом смысле у нас, когда мы отвечаем на вопрос, есть ли судьба, можно ли что-то поменять, все как в нашем мире двойственно, как день и ночь, как черное и белое, ответ на этот вопрос будет: есть то, что мы не можем поменять, и есть то, что мы можем поменять. Так и здесь. Вот вы сейчас, в принципе, сказали очень интересные вещи, то есть именно рассказали, да, потому что у меня же, когда приходит, и вот начинается вот в основном, это почему мне это, за что мне это вот самый такой распространенный вопрос, да, то есть если никто не думает о том, что надо действительно принять то, что тебе дали, и с этим работать дальше, вот по-простому. То есть изменить, двигаться дальше и все остальное. И вот сейчас, знаете, еще такое вот интересное. То есть, в принципе, я поняла вот эти вот разделения, да, то есть это, в принципе, вот то, что родовое и все остальное, там вот по-нашему, да. Смотрите, а что нужно сделать, вот кроме, вот, например, у меня вот есть такой термин, наверное, у всех этих эзотериков, таких как я, это родовая карма, так называемая, то есть то, что ты получил.
То, что ты где-то там, может быть, ты натворил, твои родственники натворили в прошлом, да, но я всегда в основном говорю, ребят, вините себя, кто его знает. Может, тот родственник, что он творил, и были вы. Кто вы знаете, ну, действительно, мало ли. То есть, и вот получается так, то есть ты воспринимаешь это, ты должен это осознать и идти дальше. А можно ли вообще что-то еще сделать, чтобы потом на твоих, например, детей не перешло? Ну, опять же, такой, в принципе, несложный вопрос, я думаю. Чтобы твои дети вот это не хапнули, да, вот это вот, то, что там ты когда-то сделал, и сейчас несешь это с радостью. Другими словами, как повлиять позитивно Да. на весь свой род, как в прошлом, то есть род, который стоит за мной, и как за род, который стоит передо мной. Как повлиять позитивно? Это хороший вопрос. Хороший вопрос. Для начала нужно, перед тем, как что-то делать, нужно обрести знания. То есть мы, как живые существа, которые находятся в человеческом теле, обладаем уникальной возможностью, это мы имеем разум. То есть мы отличаемся от животных, что животное, оно не может задать вопрос вот такой, который вы сейчас задали. То есть человек, когда хоть начинает хоть что-то говорить о изменениях своей судьбы, в этот момент он начинает работать своим разумом, то есть той уникальной возможностью, которая есть именно только в этом теле. Собака никогда не задаст вопрос, как мне повлиять на своих щенят, там, как мне помочь им изменить свою судьбу, или как мне развиться в этом мире. То есть это, как правило, человеческий вопрос, который пробуждает разум. И разум у нас пробуждается через знание. То есть само по себе знание о законах этой жизни, о том, как устроен этот мир, авторитетное знание, которое дается нам свыше, оно пробуждает наш разум, делает его сильным, делает для нас опору, которая действительно может включиться в сторону изменения судьбы в сторону лучшего. И, например, мы с вами можем пойти на экскурсию. Вот мы видим, или даже нет, не на экскурсию, а мы просто вышли в город и идем по каким-то улочкам. Что мы видим в этот момент? Мы видим улицы, мы видим какие-то строения, возможно, даже старинные строения. Но когда мы пойдем по этим же улочкам с экскурсоводом, вот тогда мы с вами увидим это все совсем другими глазами. Вот нашу жизнь нужно научиться видеть совсем другими глазами знания, глазами, которые нам раскроют те аспекты, которые нам до этого были не видны. И в первую очередь это мы начинаем понимать себя. Веды говорят, что если человек ответит на 6 вопросов, то он достигает совершенства жизни сразу же автоматически. То есть 6 вопросов — это кто я, что это за мир, в котором я живу, как я взаимодействую с этим миром. Это 3 вопроса. Следующие 3 вопроса — это кто такой Бог, как Бог взаимодействует с этим миром и как я взаимодействую с Богом. То есть если мы ответим на эти все 6 вопросов, то наша жизнь является совершенной. И когда мы достигаем своего совершенства, это совершенство автоматически влияет на наш род вплоть до 7-го поколения и вперед, и назад. То есть если мы действительно заботимся о своем роде, означает, что мы должны позаботиться о своем духовном возрождении. Это если мы так берем этот вопрос, так, глубоко. Если то, с чего нужно начать, это означает, что нужно хотя бы разобраться в себе. То есть вначале нужно понять, что кто такой я, моя природа, мои сильные стороны, на которые я могу опереться, мои слабые стороны, на которые мне нужно посмотреть, как на зоны своего роста, какая моя кармическая задача, какое мое предназначение в этой жизни, что мне Вселенная, какие она мне уроки дает, что мне нужно обязательно в этой жизни реализовать для того, чтобы продвинуться в своем внутреннем развитии на следующий шаг. Если мы эти хотя бы вопросы осознаем, что это нам дает?
знание сильных сторон нам дает возможность иметь опору в жизни. То есть мы понимаем, на что мы можем в жизни опереться, на какую свою сильную сторону, чтобы сделать шаг вперед и победу новую совершить. Если мы знаем четко осознаем свои слабые стороны, означает, что мы четко понимаем, куда мы движемся в своем развитии, что нам нужно гармонизировать, что нам нужно развивать, где нам нужно подстелить соломку для того, чтобы, опять же, сделать наш путь еще более эффективным. Нам нужно понять свою природу, и природу нужно принять. Вот сейчас такой мир, мир, где люди не соглашаются со своей природой. Даже возьмем сейчас страны Запада. Сейчас уже даже природа мужчины и женщины, она пытается, люди пытаются ее приравнять. Ты уже не мужчина, не женщина, ты уже не родитель, ты не отец и не мать, ты родитель номер 1, родитель номер 2, нету никакого пола, есть равенство, вот вы воспитываетесь вот в этих школах, вот в этих садиках, дальше вы учитесь в институтах, нету понимания, что такое природа. И хотя бы нужно начать, что принять свою природу мужчины, принять свою природу женщины. Затем возможно, мы увидим, что эта женщина, оказывается, она не только может стирать, убирать или гладить, или рожать детей. Возможно, у нее есть сильные какие-то желания социально реализоваться, и это тоже ее природа. И вот тут мы начинаем с вами понимать, что осознавая и принимая свою природу, мы четко уже можем наметить свой жизненный путь. И следующий шаг, который нужно тоже желательно сделать, понять, что нам судьба через различные ситуации в жизни, через повторяющиеся ситуации, нас чему-то учит, нас чему-то хочет наш любящий тренер, нас чему-то хочет научить в этой жизни. Если мы начинаем эти уроки видеть как возможности в своей жизни, то вот тогда наша жизнь, она становится, как вот этот вектор, который нам дается. Вот Иван сказал про Крiyamana карму, и Крiyamana карма — это та свобода воли, которая у нас есть в этой жизни, и мы можем потихонечку с помощью знания вот этот миллиметр в начале своего пути менять, но если мы меняем даже на миллиметр, то на протяжении 30-40 лет эта линия, этот угол, это это отклонение, оно становится все ощутимее и ощутимее в нашей жизни. Это в каком-то смысле это наша одна из миссий Академии Джатака, чтобы в первую очередь давать людям знания об их сильных сторонах, об их слабых сторонах, об их природе, об их кармических задачах, об их предназначении в жизни. И понятно, что это, если говорить о наших каких-то уже глубоких курсах, годовой курс, 3-летний курс, понятно, что мы там уже глубоко развиваемся в этом, но мы в какой-то момент для себя решили, наверное, с 2016 года, если я не ошибаюсь, мы решили для себя, что мы будем людям давать знания просто хотя бы на 3-дневном курсе, на который могут прийти каждый человек. Просто давать знания, чтобы они лучше себя поняли. Мы так этот курс назвали «Сам себе астролог», что человек за 3 дня смог понять свои сильные стороны, свои слабые стороны, свою природу, смог ее принять, природу своих близких, свои кармические задачи, кармические уроки, чтобы хотя бы какая-то уже база вот в этом ориентире она была. Поэтому мы уже, наверное, больше 10 тысяч человек, по крайней мере, прошли этот курс. Мы видим обратную связь от людей, насколько эти даже 3 занятия они могут менять жизнь. И мы видим, как в целом, как знание, даже просто 3 этих встречи по 2 часа, у людей меняется взгляд на свою жизнь. И вот это и есть
способность менять свою судьбу. Поэтому у нас, кстати, в этом году, вот сейчас уже скоро будет этот курс, он будет 5 октября, «Сам себе астролог», где каждый может, вот даже вот из ваших подписчиков, кто сейчас слушает, я не знаю, где-то будет видео, в Инстаграме, на Ютубе, у каждого есть возможность поучаствовать в этом и на своем опыте вот просто прочувствовать, как вы можете изменить свою судьбу, просто даже получив такое эффективное знание и улучшить там и в отношениях, и там в отношении своей деятельности, потому что понимание своих сильных сторон, я понимаю, на что мне нужно опереться в своих социальных достижениях. И, возможно, решить свои какие-то кармические уроки, которые хотя бы их даже не решить, но хотя бы их понять. И в целом вот получить этот опыт, что такое изменение судьбы с помощью знания. Поэтому я думаю, что, Лилия, мы как-то с вами можем дать ссылочку. Конечно. Я сейчас это скажу, не переживайте, ребят, это я скажу, вы что? Обязательно, смотрите, я просто сейчас хочу сказать, под эфиром здесь, в Ютубе, потому что в Ютубе тоже будет этот эфир перенесен, это всем сейчас зрителям нашим говорю, будут ссылки на школу, то есть на академию, то есть на ребят будут ссылки, да, пожалуйста. Кто хочет, можете спокойно присоединяться, можете смотреть, изучать. Мы только рады будем, как говорится, потому что вы познаете себя. Я всегда говорю о том, что человек должен познавать себя. Зная свои прошлые ошибки из прошлых жизней, вы будете видеть, что делать и как исправить это, понимаете? И они как раз вам могут в этом помочь, и очень серьезно помочь. Потому что одно дело это ясновидящая и гадалка, да, другое, когда это подтверждено какими-то фактами. Потому что астрологи все равно, вот как я говорю, астрология, нумерология и хиромантия – это науки, ну для меня, по крайней мере, которые можно что-то вот определить и понять. Поэтому все будет поставлено, все будет прописано, пожалуйста, смотрите под эфиром. Там, кстати, вот кто у меня с телефона, я просто хочу сейчас немножко, кто с телефона, вам достаточно на название нажать, потому что многие не знают где, потом переспрашивают, я говорю, нажимайте на название, там по-немецки написано «mehr», то есть больше, это значит, что вы всю информацию можете снизу прочитать. По-русски не знаю, как называется, наверное, по-другому как-то это пишется. Вот это к этому. А сейчас я хочу все-таки немножко вернуться. То есть все равно судьбу, в принципе, то, что, как говорится, прописано. Вот я сейчас опять вам скажу, потому что мы все равно с вами так не знакомы. То есть у меня, когда я смотрю человека, вот дата рождения стоит и дата смерти. Да, ну как? Вот дата рождения практически четкая, да, всегда. То есть человек уже родился. А дата смерти, перед ней всегда стоят точки. И вот, например, точки-точки, дата, потом опять точки-точки, да, это значит, что в этот период что-то у человека происходит серьезно, где он на грани. И вот если вот окончательная вот дата стоит, и все, то есть я поэтому всегда говорю, для меня, так как я это вижу, что у человека есть четкая дата рождения, дата смерти. Вот это то, что этого касается. Все остальное можно изменить. Потому что, ну, когда приходит, я говорю, давайте посмотрим, что будет вот тут, вот если вы сделаете, пойдете сюда. И тут то, что сделаете, пойдете сюда. Какой будет результат. То есть, а вы как раз помогаете именно вот это вот изменить, если вот вы понимаете, что вот у человека вот такое вот, да, и что надо для этого сделать, чтобы изменить. То есть вы конкретно уже помогаете в этом плане, я так понимаю. Да, мы, смотрите, чтобы понять, что такое астрология, вот именно качественный подход в астрологии, нужно здесь понять, что мы уже приходим сюда, вот как Иван сказал, это прарабдха карма, это наша натальная карта, с которой мы родились. И вот если мы с вами смотрим эту натальную карту, на мгновение нашего рождения, вот та секунда, в которой мы рождаемся, она определяет матрицу нашей судьбы, паспорт нашей судьбы, который вот в закодированном виде астролог может раскрывать, понимать, что это за личность пришла, с каким потенциалом, с какими возможностями, с какими задачами и так далее. И понятно, что там потенциал и хорошего, и плохого, все, что мы должны прожить, там какие-то страдания, это все есть в этом коде. Но, как мы уже говорили, есть у нас свобода выбора. Наши действия, они очень важны. И астролог, он на момент обращения, он может увидеть, что человек сделал вот к этому времени обращения. И вот это очень важный раздел астрологии, который называется прашна. Прашна – это как срез кармы, это как гороскоп на момент обращения.
И вот этот гороскоп на момент обращения, он нам показывает, как человек продвинулся в том, что в каких-то своих задачах. Ухудшил он свою какую-то карму, либо он ее улучшил. Что, допустим, если у него были какие-то негативные эти периоды проживания, допустим, супружеской жизни, и они должны быть там в текущее, ближайшее время, что на сегодняшний момент, вот те действия, которые он до этого совершал, он улучшил это, или он наоборот, своими действиями еще даже ухудшил, еще усилил какие-то негативные последствия. Вот умение синтезировать гороскоп рождения и ловить вот это текущее время, качество текущего времени с позиции обращения этого человека, это вот и есть та квалификация астролога, которую он должен постоянно развивать. Иначе это все будет очень статично. Вот представьте, человек родился, и если астролог смотрит просто в гороскоп его рождения, он там не видит динамики, он там видит статику. То есть он видит, вот как та карма, которая впечаталась на момент рождения, и он ее раскрывает. Но, как мы говорили, если человек использует свою свободу выбора, если он использует знания, если он, например, работает над своим родом, над своими родовыми программами, над своими взаимоотношениями с родителями, если он, понимая какие-то свои слабости, пытается это развивать разными способами, авторитетными способами, то к моменту обращения у него может быть уже картина совсем-совсем другая. И вот это есть ключевой момент, как мы видим вот эту динамику развития личности. Угу. Ой, отлично. То есть все это можно все равно с вами и поработать, как говорится, но этому еще... Я еще сейчас просто коснусь этой темы полов, да, мы обязательно с вами сделаем эфир. Обязательно. Потому что то, что сейчас творится, это много интересного происходит. Вообще, как говорит классик, да, не дай бог вам родиться на стыке эпох. Вот как раз мы так в это во все вошли, и очень интересно. И еще насчет знаний я сейчас еще спрошу. Смотрите, то есть меня тут недавно обвинили о том, что я тем, что вот так называемые знания где-то поднимаю и даю, да, как говорится, вот просмотрами и всем этим. То есть я где-то, если помогаю человеку выровнять там свой путь, накладываю большую печать на своих дальнейших родственников, внуков и так далее. Понимаете, то есть якобы знания нельзя человеку давать. То есть человек должен сам спотыкаться и двигаться. Как вы на это смотрите? То есть не помогать. Вот так. Это кто? Это откуда такая информация? Была у меня такая девушка, которая меня тут обвиняла направо и налево. Я говорю... Ну, смотрите, нам нужно понимать, что знания, опять же, я буду использовать санскритские термины. Я понимаю, что сейчас здесь аудитория может, возможно, быть новая с позиции вот к отношению к ведическому знанию. Но когда мы применяем авторитетное знание, оно дает нам возможность, именно вот даже на тех терминах, которые оно лежит, оно нам дает возможность очень глубоко, осознанно его воспринимать. Вот на санскрите знание называется шастра. И шастра также переводится как оружие. Вот представьте, что у нас, когда у вас есть знание, например, у вас, когда мы сейчас говорим про ваши возможности, которые вы используете, например, у вас есть возможность считывать тонкий план. Означает, что у вас есть доступ к знанию, которое сейчас недоступно другим для восприятия. И, например, вы говорите, приходит к вам девушка, и вы, например, говорите: послушай, дорогая, а у тебя будет 2 развода, и твой муж второй, он вообще умрет, и твои дети не вынесут этого горя, и они всю жизнь будут несчастливы. И вы такое, я сейчас не про вас говорю, и вот экстрасенс, допустим, такое видит, он говорит это человеку. Что это может сделать? Это может его убить. То есть по факту это сейчас на тонком уровне происходит просто убийство личности, потому что в этот момент она получила приговор, возможно, который имеет место быть к ее судьбе, возможно, но сам человек неправильно воспользовался этим оружием, как у нас сейчас
будет нож, мы этим ножом можем приносить благо, там, резать морковку, огурчики, а можем пойти и там кого-то зарезать. То есть одно и то же оружие может идти для защиты, для обороны, возможно, для каких-то еще этих полезностей, которые может человек получить, но оно может также и быть направлено на разрушение. И вот поэтому, когда мы говорим о том, что мы передаем человеку знания, мы должны действительно иметь квалификацию передавать знания, чтобы оно было обязательно во благо. То есть самое важный в этом всем аспект, что знание, оно должно даваться, чтобы оно было во благо развития человека. Если оно во благо, то означает, что это наша прямая обязанность, имея то, что идет на благо, то, что может поспособствовать благо человека, либо там общества, это наша прямая обязанность, наш долг это распространять. Таким образом, чтобы это способствовало развитию. Иван, может, что-то ты добавишь здесь? Я здесь добавлю про этику специалиста. Вот как Дмитрий сказал про нож, который может прооперировать и, там, не знаю, скальпель, и на самом деле вылечить человека. Но также можно им нанести раны, которые колоссальной глубины, которые не заживают. Вот в этом ответственность специалиста. Ответственность в том, чтобы поддерживать свое качество жизни на таком уровне для того, чтобы именно быть вот этим экспертом. И неважно, это нумерология, хиромантия, астрология, другая какая-то там техника, да, вплоть до массажа там или еще что-то. Здесь важно, чтобы, как Дмитрий сказал, эксперт был экспертом, квалифицированным. И это его ответственность. Но также есть ответственность у человека, который обращается к специалисту, к эксперту. Его ответственность в чем? Чтобы убедиться, что тот эксперт, к которому я обращаюсь, он максимально экологичен, этичен, и он умеет обращаться с этим предметом, с этим знанием, с этим скальпелем. Потому что в наше время действительно это есть большая проблема, когда люди обращаются к человеку, который прошел там, не знаю, 2-3-месячный курс какой-то прошел, и говорит: приходите ко мне, я буду вам там что-нибудь чистить. И он так начистит, что мама не горюй. Поэтому ответственность человека, который обращается к специалисту, проверить квалификацию специалиста. Вы же не пойдете, если у вас нужна какая-то, действительно какая-то проявилась серьезная ситуация со здоровьем, и вы идете к хирургу. Вы же не пойдете к стажеру оперироваться. Вы приходите на операционный стол, и идет беседа: сейчас будем оперировать. Да, здравствуйте, здравствуйте. А сколько вы уже практикуете вашу деятельность, ваше дело? Я тут буквально 2 месяца назад что-то прошел и буду сейчас пробовать. И вы, лежа на этом операционном столе, немножко засомневаетесь. Что-то я не к тому попал куда-то, что какая-то здесь нездоровая история. У меня возникнет беспокойство на тему того, что сейчас может произойти. В этом смысле это ответственность человека. А ответственность эксперта, прежде чем пойти в практику, действительно получить квалификацию, глубочайшее знание, экспертность и получить еще благословение учителей, у которых он обучался. Для того, чтобы это действительно несло благо. Потому что именно учитель, у которого человек обучается, видит, как его ученик использует этот нож, скальпель, знание. И он может его скорректировать. Он видит, что все, этот созрел как квалифицированный специалист, иди, даю тебе все свои благословения, неси это знание. Именно через это знание мы помогаем людям в том, чтобы их жизни как-то трансформировались, улучшались, чтобы их рельсы судьбы потихоньку сдвигались, и к 30 годам жизни уже человек, если обращается, вот как Дмитрий говорил, мы составляем гороскоп, видим, действительно, он за 30 лет совершил разворот на 180 градусов того, что должно было быть положено.
Мгм. Да, и вот, у нас был вопрос с Иваном, где-то мы в 2018 году делали срез своей деятельности, а, и мы понимали, что нам недостает очень важного ключевого момента. То есть мы обучаемся в традиции Санджай Радха, мы обучаемся как бы вот в этой мудрости, в этой древнейшей традиции, но в то же время мы понимали, что нам недостает вот этого благословения самого Санджарадха для того, чтобы это знание нести вот с таким более уже, ну, с таким качественным подходом, что ли. Потому что все равно, когда нету этой поддержки свыше от нашего учителя, мы не чувствовали, что это действительно может до конца работать в изменениях жизни других людей. И мы поехали в феврале месяце в Дели, в Индию, договорились о встрече, и вот на встрече, общавшись, вот мы приехали к нему домой, мы общались, мы говорили о наших ценностях, о том, что мы хотим делать в своей жизни, о нашей миссии и так далее. Вот мы получили в 2019 это благословение, и вот в этот момент мы почувствовали, что как будто у нас есть защита. То есть мы теперь двигаемся, понимая, что в этом всем процессе мы только проводники, которые могут нести человеку знания, не пытаясь сюда включать какие-то свои не ментальные вопросы, не кармические, просто как бы проводить вот этот чистый свет для людей. Вот это только было в 2019 году на вот личной встрече. Угу. Смотрите, сейчас мы просто на пару вопросов еще ответим, да, ребята, потому что задавали вопросы. И самое главное, то есть тут девушка несколько раз задала, я его хочу задать, потому что у меня тоже такие сбои бывают, то есть когда приходит, мне тоже дата рождения нужна. Не все знают четкую дату рождения. То есть, во-первых, раньше, да, у нас меняли там гораздо пораньше, как говорится, там меняли там то дни, то на месяца был сбой, то еще что-то. И также для астрологов нужно ли точное время? Вот именно для вас, чтобы просчитать там что-то у людей. Да, точное время нужно, потому что для нас это как раз-таки тот паспорт, с которым человек сюда пришел. И я рекомендую, если хотя бы вам, ну, не больше, то есть возраст до 50 лет, то попробовать все-таки обратиться вначале в роддом, потому что в архивы, потому что есть такие случаи, когда независимо от того, что в архиве хранятся эти данные до 25 лет, вот наш друг непосредственно, ему уже там 38 лет, он пошел в архив, и у него получилось взять эти данные. Поэтому есть такие примеры. А если такой возможности уже все-таки нету, вы проявили усилия в эту сторону и понимаете, что это невозможно в вашем случае, означает, что можно заказать ректификацию у астролога. Этот процесс называется ректификация, когда астролог наоборот, если у нас есть время рождения, то по времени рождения он уже определяет там события, природу человека там, и так далее. А ректификация – это процесс обратный, когда у нас есть, наоборот, уже прожитый опыт человека, есть его события, мы понимаем, где он там реализовывался, в какой деятельности, какие-то его сильные стороны. То есть астролог выходит с этим человеком на связь, вот это все проясняет, заполняет эту анкету и по вот этим данным рассчитывает время рождения. То есть это обратный процесс. Угу. Отлично. Хорошо. И сейчас такой веселенький вопрос. У меня просто есть Элла, да, которая любит такие веселые вопросы задавать. Это можно ли родиться в параллельном мире? Или сойти с этой планеты и родиться где-то на другой планете? Ну, это просто так такой, знаете. Слушайте, ну это... Для поднятия настроения. С одной стороны, это просто так, но с другой стороны, мы даже в этой жизни, мы даже в этой жизни можем оказаться в другом мире. Знаете, мы много можем говорить про какие-то райские там планеты, либо праадские планеты, но даже в этой жизни мы можем ощутить, что такое ад, посмотрев на опыт людей, которые так живут. Возможно, для некоторых
если мы посмотрим некоторые судьбы, как она у них проходит, мы поймем, что эта судьба подобна аду. В то же время мы посмотрим, увидим даже здесь, как бы жизнь как бы подобна раю, когда у человека будет вот, тело красивое, и здоровье, и потенциал энергии, там, и родители, и богатство, там, и все остальное, и мы будем понимать, вау, вот это райская жизнь. Поэтому все определяет наше сознание. Мы рождаемся ровно там, что соответствует нашему сознанию. Если сознание соответствует вот такой жизни, то мы рождаемся здесь. Если мы хотим какой-то более высокой жизни, то мы, развивая свое сознание, приобретаем новые желания для нашей Вселенной, наши желания, наши стремления, наше сознание. Это как раз-таки и есть то, через что мы можем как бы прожить опыт, и для нее это как бы закон. То есть мы отправляемся туда, то, что соответствует нашему желанию. Поэтому это можно, и как раз-таки здесь тоже нужно знание. Вот если вы хотите... Да, как раз когда эту мысль, про которую ты говорил, что укрепляя, как вот судьбу можно победить, с этого вопроса началась у нас беседа, что получая знания, укрепляя разум, мы развиваем сознание, и происходит победа над судьбой, ее изменение, ее трансформация, и мы уже благодаря этому можем с одного уровня жизни, как адское ощущение, до райского, и если есть настроение и стремление в духовном плане развиваться, то тогда вплоть до духовного пространства тоже уже ощущать его здесь, непосредственно, в кругу определенных людей, святых личностей. Это может даже прям вот на уровне тела ощущаться, что я сейчас нахожусь вне пространства и времени. Я сейчас, нам надо немножко завязывать уже, как заканчивать эфирчик. Я просто хочу еще раз всем напомнить. Смотрите, то есть у нас под эфиром здесь и под эфиром в Ютубе будут стоять все данные. У ребят сейчас начинается 3-дневный бесплатный курс, на котором вы можете посмотреть, что это такое, то есть определиться, ваше, не ваше. То есть получить какие-то знания. То есть вы всегда можете это обратиться и потом уже дальше смотреть, что вам делать. То есть подходит вам это или нет. Я думаю, подойдет, потому что я, скорее всего, даже сама туда пойду. Учиться надо всегда. Я говорю, нельзя останавливаться, иначе начинаешь стареть. Самое главное, чтобы мозг не старел, и тогда все прекрасно. И еще что-то я хотела сказать, но у меня уже вылетело из головы. Что за умное? Я извиняюсь, что я немножко так это самое... Я думаю, что, знаете, здесь вот по поводу 3-дневного этого курса, здесь очень важно получить этот опыт. Потому что когда человек... Сомнение – это признак разума. Да, я сейчас смотрю на ребят, какие-то здесь бородатые дядьки сидят, что-то рассказывают о каких-то возвышенных вещах, но мы достаточно практичны в своей жизни. И когда если мне там 20 лет назад кто-то сказал, что я там буду сейчас изучать астрологию, когда я занимался там бизнесом, имел там несколько направлений даже бизнеса, уже там с 17 лет у меня отец передал мне родительский бизнес, я очень достаточно был практичный человек. И к знанию, к этому, мы тоже подходим очень практично. Это означает, если мы говорим, что за этих 3 занятия уже можно почувствовать реальные изменения в разных сферах жизни, в сфере отношений, в сфере там, деятельности, в сфере там, духовном, там, узнать лучше свое тело, лучше свою природу. Это означает, что лучше с сомнением попробовать, чем не попробовать. Поэтому вот я приглашаю просто на совместное это путешествие. Я думаю, что этот полет будет для некоторых волшебством. Угу. Я еще хочу, знаете, что сказать. Я вам предлагаю еще уже тему для следующего эфира, когда я думаю, что мы еще выйдем. Первое, это все-таки время. То есть именно время. Что оно такое, что оно для нас значит. То есть, там еще будет пару вопросов, да, я так думаю, по карме все это более глубоко идем. Все равно у нас ознакомительный больше такой эфир был. То есть я думаю, в будущем мы еще не раз с вами встретимся, ребят. Вот честное слово, вот у меня такое, что дружить будем. Лилия, мне даже нам бы хотелось бы даже, возможно, посмотреть и ваш гороскоп. Можно даже это было сделать
в таком, знаете, прямом эфире, где, ну, понятно, мы не касаясь каких-то таких сокровенных, каких-то ваших личных моментов, мы могли вот прямо на глазах как-то показать, что такое знание уже в таком более профессиональном ключе. Тоже можем, как один из вариантов, тоже можем посмотреть в эту сторону. То есть... С удовольствием. Вот честное слово, с удовольствием. Я только за. Я вам как раз, вот я говорю, я сегодня что-то немножко это поздновато написала, правда, но я думаю, потом мы еще это рассмотрим. Мне надо с вами, к сожалению, прощаться, друзья мои. Было очень приятно, было очень интересно. У вас такое спокойствие, вы прям вот выравниваете, знаете, с вашей энергетикой, то есть можно вообще. Я так, наверное, думаю, вот после тяжелого рабочего дня я буду звонить вам. Мы с вами поговорим, вы меня выровняете, чтобы я была опять готова к следующему дню. Ну, в общем, вы когда настроите свои полюса, так разные, нам кидайте в пространство свои вибрации. Я с удовольствием. Ой, я только за. Ну, правда, у меня такие вибрации бывают, потому что я все время такая, знаете, то на эмоциях, то, я говорю, я такой уравнитель странный. Ну, все, хорошие мои. Была рада вас видеть, рада познакомиться. Надеюсь, что все были довольны эфиром, все только так ждали его. И еще увидимся с вами. Да, все, рады были тоже с вами всеми соприкоснуться. Лилия, вам тоже отдельно благодарен, что собрали нас в этом пространстве, дали возможность как-то поделиться. Было тем, очень интересно. Тем, что у нас есть. Хороших вам выходных. Все благ вам. Увидимся еще. До свидания.